Итак, считается, что метеорит, врезавшийся в Мексику, вызвал лесные пожары, и облака сажи на несколько лет закрыли Землю от Солнца. Температура значительно понизилась, пошли кислотные дожди, растения погибли, а вместе с ними и травоядные динозавры, а следом за ними и хищные. И это событие в истории Земли принято считать временем, когда все динозавры вымерли. Но на самом же деле это не совсем так. Вот, например, знаете ли вы, что двоюродные праправнуки грозного тираннозавра Рекса до сих пор живут на Земле? И это обычные голуби. Не знаю, как вы, но лично вот я, когда впервые узнал об этом, я был очень удивлен. Но факт остается фактом. Голуби, как и все остальные птицы, это современные динозавры, и произошли они от особой разновидности, которая называлась тероподы. И тираннозавр Рекс тоже принадлежал к этой разновидности. Он был тероподом. Тероподы – это по-гречески звероногие. И действительно, динозавров этого вида отличало то, что они ходили на двух ногах, а передние лапы были небольшого размера, и их функции до сих пор остаются загадкой для ученых. У современных динозавров, птиц, передние лапы трансформировались в крылья. Вообще, более трети всех динозавров были именно тероподы, и у части из них перья уже появились тогда, 200 миллионов лет назад, к началу юрского периода. И перья, и пух, кстати говоря, появились у динозавров задолго до того, как часть из них научилась летать. И первоначальная их функция была совсем не для полета, а для того, чтобы, вероятно, удерживать тепло, так же, как шерсть у млекопитающих. Причем первоначально это были даже не перья, это был пух, который со временем развился в перья и стал использоваться не только для терморегуляции, но и для коммуникации, как, например, перья у павлинов или у глухарей. Некоторые ученые говорят о том, что, например, детеныши тираннозавра Рекса вообще были покрыты пухом и напоминали таких как бы цыплят на стероидах. Да-да, именно цыплят. И когда они подрастали, то пух исчезал, и появлялась просто толстая кожа, способная выдержать многочисленные схватки с соперниками и добычей. Ну так вот, давайте же вернемся к нашему метеориту. Как видите, его падение не привело к полному вымиранию динозавров, как принято считать. Вместо этого просто вымерли все гигантские животные. Просто из-за резкого уменьшения кормовой базы и холода. Ведь крупному животному, согласитесь, гораздо труднее найти естественное укрытие от непогоды, чем мелкому. Мелкие же динозавры выжили, так же, как и наши прямые предки, мелкие теплокровные млекопитающиеся. Куры, индейки, страусы, голуби и воробьи – это все динозавры, пернатые тероподы. Можно сказать, что мы практически одомашнили часть выживших после падения метеорита динозавров и используем их в сельском хозяйстве. А вот просто интересно, если бы метеорита не было и крупные динозавры не вымерли, мы бы их тоже одомашнили? Ну а что? Яйцеферма с тираннозаврами-несушками. Как вам такое? А? Вот вы скажете, как же мы развились, если бы эти хищные динозавры не исчезли? Да нормально развились бы и жили бы вместе. Нет, нас не съели бы динозавры. Ведь были же, кроме динозавров в нашей истории, саблезубые тигры и гигантские пещерные медведи. И ничего,
Да и сейчас полно разных хищников, никому это не мешает. Окей, хорошо. Давайте поговорим о следующей ступени в эволюции жизни на Земле – теплокровности и млекопитающих. Но прежде чем мы перейдем к этим важнейшим изобретениям природы, мы вас очень просим, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал, если не подписаны. Так, по крайней мере, мы будем знать, продолжать ли нам дальше этот цикл развития жизни на Земле или нет. Итак, продолжаем. Когда 320 миллионов лет назад древние существа амниоты вышли на сушу, то они разделились на два типа животных. Один тип дал начало пеликозаврам, а другой древним рептилиям. Пеликозавры были нашими предками. Это интересно, правда? Можете себе представить своего прапрадедушку пеликозавра? А рептилии стали предками динозавров. В пермском периоде около 200 миллионов лет назад наши далекие предки, зверообразные ящеры, теропсиды, такие как тицинодонты и тиреодонты, еще были теплокровными. Еще не были теплокровными. Извините, я оговорился. Конечно же, они были хладнокровными. Но у них уже начали проявляться признаки, которые указывали на увеличение активности этих существ. Это особая форма зубов, указывающая на усиленное пережевывание пищи и увеличение объема мозга. Увеличение активности существ обычно связывают с теплокровностью. И действительно, посмотрите на современных хладнокровных рептилий, змей и ящериц, которые активны только в теплое время и практически перестают двигаться при низких температурах. Наши далекие предки, преимущественно мелкие грызуны, стали полностью теплокровными и могли поддерживать постоянную температуру тела за счет химических реакций в организме, расщепления бурого жира и за счет движения мышц. И эта возможность у них появилась приблизительно к концу юрского периода, примерно около 150 миллионов лет назад. А динозавры же, по мнению ученых, в большинстве своем были частично теплокровными, мезотермами. То есть они активно вырабатывали тепло, но не поддерживали постоянную температуру. Крупным динозаврам это не было особенно нужно, потому что их огромное тело очень медленно остывало. А вот мелкие динозавры, тероподы-птицы, по общему мнению, уже стали полностью теплокровными к концу юрского периода, как и наши предки, млекопитающие. И этот эволюционный скачок был одной из причин, почему млекопитающие и мелкие динозавры, птицы, пережили многолетнюю зиму, вызванную падением метеорита. Появление теплокровности – это супер важное изобретение природы, которое резко изменило ход жизни на Земле. Постоянная температура тела позволила нервным клеткам работать стабильно и быстро. Вот почему мы посвятили целое видео этому эволюционному скачку. Это очень важно для того, чтобы понять, как развивалась жизнь на Земле. Без теплокровности появление высокого интеллекта у млекопитающих и птиц было бы практически невозможно. Мозг – это орган, который требует усиленного обмена веществ, постоянного питания, кислорода и глюкозы. А как вы увидите в следующих выпусках, развитие мозга – это тоже один из мощнейших скачков эволюции. Кстати, подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны, чтобы ничего не пропустить. Кроме развития мозга, теплокровность дала массу других преимуществ. Это, во-первых, высокую активность в поисках пищи, потому что тело все время перерабатывает питательные вещества для поддержания постоянной температуры.
Вот чем активнее животное, тем большего оно добивается, тем быстрее оно развивается и эволюционирует. Триноксодон был одним из протомлекопитающих и выглядел довольно необычно. Вот вы только представьте себе такого типичного большого хорька, который был хладнокровным, как ящерица, и откладывал яйца. Какой-то гибрид рептилии и грызуна. То есть он мог поднимать температуру тела. Иначе зачем ему мех? Но постоянно поддерживать ее он не умел. Вот, например, представьте себе ящерицу, покрытую мехом. Представили? Или змею? Но правда же странно. Что же касается кормления молоком, то первые млекопитающие кормили своих детенышей довольно необычно. Они кормили их не так, как сейчас, а их детеныши просто слизывали просачивающуюся сквозь кожу питательную жидкость с волосков на коже родителей. Ну, не знаю, как вам, а мне все это кажется очень интересным. Кстати, если вам тоже, то поставьте, пожалуйста, лайк, если еще не поставили. Таким образом, вы видите, что млекопитающие теплокровные животные не появились после того, как вымерли крупные динозавры, а они всегда жили и эволюционировали параллельно. И когда сажа от упавшего астероида рассеялась, они вышли из тени, и на костях всех этих динозавров и аргентинозавров громко заявили свои права. Мелкие выжившие динозавры были для них не проблемой, а они были для них добычей, точно так же, как в свое время эдиакарская биота стала кормовой базой для хищников Кембрийского взрыва. Посмотрите, кстати, наше самое первое видео на канале о появлении жизни на Земле. Так вот, точно так же мелкие динозавры становились пищей для наших предков, более совершенных теплокровных млекопитающих. И это не просто теория, это подтвержденный научный факт. Палеонтологи нашли скелет млекопитающего животного Репиномама, жившего в одно время с динозаврами, около 120 миллионов лет тому назад. И в его желудке, или вернее сказать, в том месте, где располагался его желудок, поскольку был найден только скелет, были найдены остатки пситакозавра. Репиномам был размером примерно как современный небольшой волк или койот, а пситакозавр по размерам примерно как олень. Но репиномам, как мы видим, мог охотиться на пситакозавров. Но, впрочем, может быть, он охотился только на детенышей. В пользу теории, что более умные и активные теплокровные млекопитающие успешно конкурировали с мелкими динозаврами, кстати, говорит и тот факт, что все мелкие динозавры, практически все, абсолютно все, которые остались сегодня, это только исключительно летающие, то есть птицы. Но согласитесь, даже если вы самый умный теплокровный, то все равно поймать добычу, парящую высоко над тобой, довольно непросто. А еще при таком раскладе как бы самому не стать едой. В следующих наших видео вы увидите, как изобретение природы теплокровности подготовило базу для еще более революционных изобретений. А еще мы хотели бы обратить ваше внимание, как хрупка наша планета. И как легко и быстро все может измениться в любой момент. И человечество, мы с вами, как венец творения и высшее изобретение природы, должно, просто обязано заступить на вахту и стать ее верным хранителем.